Приветствую всех на своем канале. Сегодня будем разговаривать о ножах и ножнах. В частности, вот такой нож, точнее нож внутри, ножны. Ножны под этот великолепный тесак, огромных размеров просто. Охотничий нож. Вообще хочу небольшую ремарку дать по поводу ножей. Не бывает людей, которые равнодушны к ножам. Будь то какие ножи. Это может быть хороший столовый нож, это может быть декоративный нож, это может быть охотничий нож, это может быть боевой нож. В общем, ножей очень много. Пока мы их не держим в руках и не видим, мы, можно сказать, мы безразличны. Как только нож попадает к нам в руки, мы начинаем его оценивать. Так вот, как? В данном случае это шикарный охотничий нож. Выглядит он вот так. Это нож просто превосходный. Латунная голова кабана, латунная гарда, наборная ручка, тяжелое лезвие, двухсторонняя заточка. Нож шикарен. Но сегодня речь пойдет о ножнах. У этого ножа были ножны страшные, жуткие, сделаны непонятно как, непонятно из чего, непонятно кем. Пришло время одеть его в цивильную одежку, так сказать. Опять-таки ремарка, если вы решили сделать ножны для своего ножа, то нужно иметь четкий план, что вы хотите увидеть в конечном итоге. Потому что иначе у вас просто ничего не получится. Ножны выглядят вот таким образом, те, что я сделал. Сегодня, кому интересно, вы можете посмотреть мастер-класс, как изготавливать вот такого плана ножны, непосредственно эти. Вот. И смотрите, наслаждайтесь. В этом видео вы увидите, что было до и как это выглядит сейчас. Спасибо за просмотр. Кому понравится видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тем самым вы помогаете продвижению нашего канала. А мы переходим к практической части. Итак, что мы имели? Мы имели вот такие старые ножны. Кожа, в принципе, неплохая, но выглядели они ужасно. Просто отвратительно. Сейчас мы по этому же лекалу вырежем новую форму. Итак, вырезаем аналогичную форму. Пользуемся мы чудо-ножами. Отличные резаки, хорошая сталь, твердые, отличная заточка. С одного захода разрезает кожу толщиной 2,5 миллиметра. Резаки очень мне нравятся, я ими давно пользуюсь. Рекомендую всем, у кого есть возможность их приобрести. Также вы можете приобрести их на моем сайте. Резаки отличные. Значит, вырезаем основу. Вот таким вот образом. Итак, есть. Подравниваем немножко, потом все равно все эти торцы будут полированы, обрезаться, полироваться. Так, вот таким образом у нас будет заходить нож в эти ножны. Все лишнее обрежется. Значит, подготовил я все детали, выкройку. Уже даже вклеил объем.
Объем нам нужен для того, чтобы нож хорошо входил в ножны. Это, во-первых, чтобы он ни за что не цеплялся. Дальше идем внутрь. Мы вклеиваем еще, вырезал я из очень плотной кожи, но тонкой, вот такие вот прокладки. Они вклеятся внутрь. Края завернутся под бортики. И нож будет легко заходить в ножны. Это уже декорация, то есть вырезается для объема еще деталь. В общем, это мы... Дальше будет понятно, о чем речь. Обязательно мы сначала собираем внешнюю часть, чтобы внутри ножен не было никаких швов, никаких металлических заклепок, кальнетенов, чтобы нож не терся об все это. То есть мы сначала все это проклеиваем, собираем наружку, а потом будем вклеивать кожаные прокладки внутрь ножен. Обязательно объем нужно будет зачистить кожу, чтобы она хорошо и плотно склеилась. Это нужно обязательно. Иначе мы потом не сможем хорошо заполировать торец. Так, дальше переходим к термостанции. Начинаем уже заниматься оформлением. Значит, крест мы обрабатываем беговкой с помощью термостанции, электрокризер. Насадка у нас FN 1,5 мм. По поводу термостанции и насадок и кризеров также ссылочка будет в описании. Можете посмотреть, есть варианты, есть одноканальные станции, есть двухканальные станции. Также есть большой ассортимент насадок. Все это хорошо работает, уверенно. Так. Получается вот такая красота. Сейчас мы уголки подправим. Итак, вот что у нас получилось. По-моему, неплохо. Следующий этап. Немножко состарим, придадим винтажность светлой коже. Для этого мы ее просто покрасим, немножечко затемним. Добавим разводов. Обычная краска, ничего такого военного особого нет.
многофункциональная краска, я бы сказал. Торцы тоже прокрашиваем, чтобы у нас был контраст. Теперь все это полируем, затираем. И получается такой эффект. Очень даже неплохой, на мой взгляд. Реально такая состаренная кожа получается, винтажный вид. Как раз то, что нам нужно. Сверху мы... вот так. Сверху мы финишируем это дело токанолом. Который закрепляет краску и придает лоск. Обрабатываем торцы тоже токанольчиком, сликером. И торцы обработаем сликером с одной стороны, загладим, чтобы эта деталь у нас плотно прилегала к основе ножен. Вот таким образом. Все чудесно получается. Так, двигаемся дальше. Так, эту деталь мы пришиваем к основе уже по контуру. Занимаемся декорацией. Это то, о чем я вам говорил, что нужно четко представлять, что вы хотите увидеть. Хорошая качественная фурнитура придает изделию определенный шарм. Изделия в таком стиле. Кому нравится, кому не нравится. Ну вот я решил сделать так. Итак, вот так выглядит наша основная часть. А вот как раз вот эти вот места от хольнитетов, заклепок. Все это мы спрячем под кожаной накладкой. Приклеиваем кожаную накладку. Клей используется на Elite. Обязательно промазываем обе части. Желательно, чтобы не было никаких луж. Все это тщательно размазывается равномерным слоем. Эту процедуру проводим с одной и со второй половинкой. Клей приклеивается намертво. Уже проверено, клей отлично работает. На Elite. Так, вклеиваем прокладочку. Края подсовываем под бортики объемные.
Теперь занимаемся ответной частью крестика. Крест тоже обрабатываем беловкой. Также точно мы его прокрасим, затемним. Получится опять-таки интересный винтажный вид. Итак, наш крест готов, наружный. Приклеиваем его и с помощью маленьких полотенчиков пристреливаем к накладке. Теперь вклеиваем накладку, и теперь нам нужно сделать прорези для темляка, для хлястика, который будет держать рукоятку ножа. Держатель
ножа и он же хлястик, который будет надеваться на ремень, он уже готов. Вот таким образом мы сейчас вырезаем. Опять-таки с помощью наших волшебных резачков делаем прорези. Достаточно толстой кожи. С такой легкостью он это все делает. Так, вот наш сложный механизм крепления ножа на ремень и удержания рукояти. Все у нас работает. Отлично. Остается пришить с тыльной стороны. Прошиваем декоративным швом оплетку вокруг рукояти. Должно получиться очень неплохо. Так. Ну что ж, мы сшили полностью, собрали наши ножны. Теперь остается обработать, довести все торцы до идеала. Все у нас проклеено, все у нас сшито. С помощью точила, камня обрабатываем торцы, выводим их в ноль. Создаем плоскость, потому что торцы очень толстые, и нам нужна четкая, хорошая плоскость. Убираем кромкорезом края. Доводим уже до идеала. Теперь остается нам прокрасить наши торцы. Обильно прокрашиваем их черной краской. Она работает как грунт,
одновременно и грунт, и краска. Краска на основе воска, то есть там большой процент жидкого воска натурального. Вот. Мы наносим эту краску на торцы и опять-таки с помощью термостанции запаиваем торцы. Здесь это очень важный момент, что запайка придает ножнам такой особый вид, скажем так. Торцы выравниваются с помощью запайки, выравнивается, краска впитывается в торец, он получается идеально гладкий, ровный, плоский. Процедура достаточно кропотливая. Края тоже запаиваем, уголки. Запайка это, конечно, находка. Вид получается такой монолитный. И следующим этапом, заключительный финишный этап, это обработка торцов уже токанолом. Доводим до блеска. Два раза желательно все это делать. И с ликером, также байковой тряпочкой выводим торцы в идеальное состояние. Итак, ножны уже готовы. Спасибо всем за просмотр этого видео. Огромная просьба: подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Дальше рекламный ролик. Огромное спасибо еще раз за просмотр. До новых встреч!